Привет, киса! Ты на канале Лиса? Какая киса? Меня смотрят взрослые люди. Какие кисы? И да, я до сих пор не придумала свое уникальное приветствие. Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2. И сегодня мы с вами повезем негабаритный груз. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем. И для начала хотелось бы поблагодарить Дэнда Кона за его приятный комментарий. Если вы тоже хотите попасть в мои ролики, то оставляйте под этим видео свои приятные теплые комментарии, и я обязательно в следующем видео выберу несколько и вставлю их в свой ролик. В своем прошлом видео я вас спрашивала, какой навык лучше всего прокачать, и прочитав комментарии, я поняла, что большинство за дорогостоящий груз, поэтому мы сейчас прокачаем все 4 ячейки дорогостоящего груза. И везем мы с вами промышленный теплообменник из Кёльна в Амстердам. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Вот такой вот огромный какой-то теплообменник. Выглядит страшно. Везем на Скании. Нам опять попалась Скания, мне на них везет. Так что повезем сейчас этот теплообменник. Я уже правила прочитала, как нужно перестраиваться, что нельзя въезжать в эти машины сопровождения, что их нельзя обгонять. Если я врежусь в одну из них, то сразу придется начинать все заново, поэтому будем стараться ехать аккуратно. Хотя аккуратность и я — это, конечно, две разные вещи. Но хотя машин же мало из-за того, что у меня есть машины сопровождения. И может быть это будет даже не так сложно, как мне кажется. И ехать нам всего 280 километров, правда, конечно, ночью. Но ничего страшного. Там мы выезжаем уже из Кёльна. Мне интересно, на какую максимальную скорость может разогнаться Скания, имея такой прицеп огромный. Этот теплообменник. Главное не въехать никуда. А я могу, интересно, проезжать на красный, как вот делает машина сопровождения, или нет? Я почему-то это не помню. Но если она проехала, значит мы тоже можем. Очень медленно набирает скорость, прям тяжело. Тут еще такая горка. Кстати, если бы не вы, если не ваши донаты на моем первом моем стриме, то я бы сейчас не смогла бы играть в это дополнение с негабаритными грузами, поэтому большое спасибо тем, кто смотрел меня, тем, кто донатил. Мне очень-очень-очень приятно. Возьмем радиус побольше поворотов, я не знаю, я делаю правильно, но пока что я ничего не зацепила. И я прям постараюсь отвести груз без единого ущерба. Но мы прям очень медленно едем, я прям жму педаль газа прям в пол, и она так еле-еле плетется. Но зато сейчас ночь уже заканчивается, сейчас будет наконец-то посветлее, и, конечно, видимость будет получше, она уже нормальная. Вот, и я думаю, так будет удобнее ехать мне. Также те, кто не видел, например, мой первый стрим,
то запись его, конечно же, осталась. Я буду очень рада, если вы зайдете, посмотрите его, либо же придете на мои следующие стримы, которые я хочу провести в пятницу, либо в воскресенье, либо и в пятницу, и в воскресенье. Потому что на моем первом стриме было очень весело. У нас уже появились свои приколы с ребятами, например, про букву 3 и про безумные поворотники. Поворотники опять. Про безумные дворники, которые у меня не выключались. Евгений Соловей, большое спасибо тебе за комментарий, за хороший комментарий под моим видео. И сегодня ты тоже попадаешь в мой ролик. Но вообще, я думала, что это будет сложнее, потому что я еду медленно, машины впереди сопровождающие, никуда особо перестраиваться не нужно, повороты тоже несложные, и я думала, мне будет прям тяжело, а по сути я даже не ощущаю вот эти вот габариты, прям вот эти, хотя, конечно, лучше так не делать. Там еще был вариант повести ни габарит, ни грустное веко, но я решила не выбирать ее просто потому, что мне показалось, что, исходя из последнего стрима, как я неудачно прокатилась на веко, я подумала, что и веко ни габарит, ни груз не вытянет. Я подумала, что мне на ней будет тяжелее ехать, чем, например, на той же Скании. Еще я подумала о том, что за пределами стрима, вне моих видосиков, не на запись, я покатаюсь просто для себя, накоплю денег и думаю, на стриме можно будет купить тягач, поэтому я до сих пор еще не знаю, какой выбрать, так что если вы хотите мне предложить какой-нибудь тягач, то, пожалуйста, пишите, какой тягач мне выбрать и почему. Почему именно, например, Scania лучше, чем MAN или лучше, чем Volvo. Но мне очень сильно понравился DAF, на котором я вчера, получается, на стриме каталась. Он мне прямо в сердечко запал, но я не знаю, сколько он стоит. Прям не знаю. Мне кажется, он очень дорогой. Вот именно тот, который новый. Это птицы летают? Или что это? Это летающие тарелки? Это очень жирные птицы. Что это? А, ну да, это птицы. Просто выглядит как вот прям какие-то жирные точки в небе. Очень странно. Я еще сначала подумала, может быть, это парашютисты спускаются, но их бы не могло бы быть здесь так много. Это очень странные птицы. Так вообще графика в игре прям красивая. Я не играла в старые версии ETS, где, наверное, графика похуже, чем тут, но она явно должна быть похуже. Но если вам, например, интересно посмотреть, как я играю в старые версии, старые вот эти все патчи, оказывается, патчи есть не только под глаза, то тоже можете мне об этом сказать, если я увижу, что вы хотите на это посмотреть. Так сказать, первый мой взгляд на старую версию игры, то я готова поиграть, мне самой интересно. Пока у нас вчера проходил стрим, я, наверное, успела проехать на всех тягачах, которые только есть в игре. Я попробовала проехаться на Мане, надо, наверное, руки держать на руле. Я успела проехаться на Мане, на Вольво. Все забыла. На Рено, на Скании, на Ивеко, на Дафе. И, блин, они все по-своему хороши. Урон прицепа. Сделаем вид, что мы этого не заметили, как всегда. Я думаю, вы со мной уже научились это делать. Ну вот, я прокатилась на всех
возможных тягачах, и мне прям все так понравились. Я даже теперь не знаю, правда, какой мне выбрать, потому что если я раньше была уверена в том, что мне нравится только Scania, то теперь, прокатившись на Мане, например, или на Volvo, я не знаю даже, что из этого мне выбирать. Потому что они все такие красивые, у них такие красивые панельки. Но, конечно, новый DAF, он ни с чем не сравнится. Наконец-то я больше не путаю Volvo и Renault. И пока мы плетемся, как черепахи, везем этот промышленный теплообменник, я хочу сказать большое спасибо Сереже за его хороший, приятный комментарий. Большое спасибо. Передняя машина сопровождения предупредит других водителей. Скорректируйте свою скорость так, чтобы избежать столкновения. А я что-то сделала не так? А, я поняла, то есть она поехала предупреждать, что якобы тут еду я. Чтобы что? Чтобы они сбавили скорость? Ну вот, нам осталось вообще проехать 100 километров. Это оказалось легче, чем я ожидала. Прям намного легче. Мне очень интересно было с вами общаться на стриме. Оказывается, меня смотрят такие все разные люди. Кто-то дальнобойщик, кто-то водитель автобуса, кто-то просто инструктор по вождению. И это прям вообще классно. Так интересно с вами разговаривать. У вас у всех такие классные истории. И мне прям очень сильно понравился стрим, потому что был большой актив, и я общалась со всеми. Я даже не успела читать чат одновременно вести машину. Мне очень нравится, что вы у меня такие все разносторонние, все такие интересные. Поэтому я думаю, что у нас и дальше, когда будут мои стримы, будет такой же хороший актив, и вас будет также много. Мы будем с вами также хорошо, лампово, мило проводить время, потому что я прям очень сейчас сильно загорелась этой идеей, и вы меня прям мотивируете этим заниматься. Я очень рада. Я хочу ехать медленно сейчас и посмотреть со стороны. Вот так вот. Как это выглядит. Ой-ой-ой-ой. Выглядит вот так себе. Но лучше я так делать не буду. Там такая анимация, как будто бы там кто-то фоткает этот теплообменник. Как будто бы это что-то такое необычное. Но если в этом ролике даже ни один знак не пострадает, то это будет, конечно, для меня прям большое достижение, потому что в прошлом видео... На стриме всегда страдали знаки, причем знаки... То ли остановка запрещена, то ли стоянка запрещена, я их немножко путаю. Вот, я знаю, что на одном знаке, где остановка запрещена, там вот одна палочка, а на каком-то другом знаке там вот такая вот такой вот значочек, типа крестик. Вот, и я путаю, что из этого означает стоянка запрещена, а что из этого означает остановка. Но я их сшибаю все равно всегда, когда еду. Вот нам осталось всего 55 километров, и сейчас было опасно. Я чуть не догнала машину сопровождения. Нам налево? Налево. Я же не должна тебя перегонять. Ну что ты встала? Ты будешь перестраиваться? А что? Что случилось? Вот это случилось? Ты поэтому...
А, ну ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Поехали. Я, наверное, не успела прочитать, что там было написано. А эта машина пропускала, оказывается. Осторожно, впереди сложная часть маршрута. Но я вижу, там будет сейчас такая загогулина. Загогулина. Развязка. Передняя машина сопровождения предупредит других водителей. Скорректируйте свою скорость. На самом деле это прям интересно. Это, ну, сложновато, но мне нравится. Интересненько. Но я не смотрела, сколько за это заплатят. Я так понимаю, должны заплатить больше же, чем за обычный груз. Вот и все. Мы завершаем этот опасный маневр. И на этом моменте завершения опасного маневра хочу передать большое спасибо Lucky Pro за твой прекрасный комментарий. Подождите заднюю машину. Давайте подождем. Посмотрим. Ой-ой, ехала назад. Ну, такая красивая. Мне вообще нравится. Она будет долго ехать к нам? Все, можем ехать снова. Здесь трафик почему-то побольше. Здесь машин больше, и поэтому они так часто тормозят, притормаживают. Так что здесь мы едем медленней. О, это так здорово. Здесь есть даже воздушные шары. Воздушные шары? Как это называется? Это воздушные шары или что? На которых летают. Воздушные шары. Ну да, воздушный шар. Я сижу, разговариваю сама с собой, не могу понять, что это такое. Я хотела сказать, что это красиво. Красота. Заправка там впереди, но нам заправляться не надо. У нас бензина, мне кажется, хватит еще на 3 таких груза. Я так понимаю, мы уже въезжаем в город. Здесь сейчас будет машин снова больше. Мы будем ехать опять медленно. Но главное довести в целости и сохранности. Мне радует то, что ущерб всего лишь 1%. И груз мы не повредили. Поэтому все очень даже хорошо. Все, я вижу долгожданный флажок. Всего лишь 10 километров. И все, этот теплообменник доедет. Надеюсь, тут не будет светофоров, чтобы было попроще. Не будет. А я сюда влезу. Ну, допустим, вот так. И снова люди стоят, фоткают. Как будто прям такое событие. Привезли теплообменник, офигеть. И там тоже, да.
Нет. И чё, и что делать? Почему? А что? А почему? А что случилось? Почему у меня груз как бы не тронутый, а у Скани эпилепсия? Алло? У тебя все в порядке? И ни вперед, ни назад, но я ни за что не зацепилась. Нет. Выглядит очень странно. Я первый раз такое вижу, прям чтобы она вот так вот встала и все. Все, произошла магия, ситуация исправлена. Поедем дальше. Я дохвасталась, договорилась. Говорила, какая я молодец, у меня всего лишь 1% ущерба. Как здорово. Я не знаю, может быть, я чего-то не заметила, может быть, я что-то кого-то зацепила, но я не видела, чтобы я вообще куда-то врезалась. И почему вот этот вот нервный тик какой-то случился? Довела просто бедную машину. Так, мы можем оставить его здесь. Расцепляем. Все, мы доставили груз превосходно. Я думала, получится такая спокойная серия, где я так медленно еду, довожу этот негабаритный груз, и под самый конец просто эта Скания решила меня предать, и такая: нет, я буду дергаться, и вот как припадочная, просто потому что я так хочу. Всем большое спасибо за просмотр. Буду очень рада видеть вас в комментариях. Пишите свои идеи, свои пожелания. Понравился ли вам этот ролик и что еще вы хотите увидеть на моем канале. Обязательно забегайте на мои следующие стримы, на мои следующие ролики. И на этом все. Всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,